чувствую боли. Друзья, всем привет! У нас сейчас уже час ночи, когда со мной Эдвард. Только что завершился второй игровой день DreamHack, для вас первый. Постараемся сделать интервью серьезным, но такая атмосфера не очень этому способствует. Первый вопрос. Здесь очень много бородатых мужиков, викингов. Чувствуешь ли ты какую-то привязанность к ним или какую-то связь? Ну, это север. Конечно, тут много бородатых мужиков. Это нормально. Ну, узнают с тобой, здороваются. Не. Понятно. Ладно, давай более серьезно. Попробуем более серьезно. Вы только что вышли из группы, пали на команду Virtus.pro. Об этом поговорим чуть позже. Давай начнем с подготовки. Здесь рассказывал, что вы готовились очень много с командой СК. Фактически натренировали их, что они выиграли Fnatic. Согласен с этим? Ну, это такое слишком смелое утверждение, что мы их натренировали. Они не только с нами тренировались, но мы действительно с ними немало праков сыграли перед этим турниром. Как сейчас вы ищете игроков? Я видел, ну, раньше это был ERC-канал, а сейчас это Facebook, да? Есть группа в Фейсбуке, в социальной сети Facebook. Там в нее вступают только проигроки, которые тренируются, которые выступают на самом высоком уровне. И все друг с другом играют. Сколько команд там? И, честно говоря, этим занимаюсь не я, поэтому, я имею в виду, не договариваюсь я. Но я думаю, что там точно все самые лучшие и некоторые команды средние. То есть, навскидку скажу, что там команд 20. Понятно. На этом турнире небольшой призовой фонд, но тем не менее выиграть DreamHack — это статусная, скажем так сказать, вещь. Событие. Что для тебя является мотивацией на этом турнире? Ну, как бы, хочется выиграть денег или все-таки стать чемпионом DreamHack? Я могу открыто всем заявить, что мотивация выиграть денег, она никогда ни к чему хорошему не приводит. Совершенно неправильная мотивация. Деньги должны сопутствовать твоему делу по жизни. То есть, если ты делаешь свое дело искренне, бескорыстно, то финансовая сторона будет сопутствовать твоему успеху, твоему пути жизненному. Это что касается мотивации. То есть, в первую очередь мотивация — это делать свое дело хорошо. Все остальное вторично. Давай поговорим больше о личной жизни. Ты, насколько мне известно, начал увлекаться больше спортом, здоровым образом жизни. Можешь рассказать об этом немножко подробнее? Да, конечно. Я начал заниматься спортом, но не профессионально, а на таком уровне. Я хожу в бассейн, сейчас перестал, кстати, ходить. И я не занимался с тренером, никогда не спрашивал, то есть не проходил курс обучения. Я такого рода самоучка. Но ходил регулярно, систематически, не изменяя своим, скажем так, целям. Вот. Чем конкретно занимаешься сейчас? Плаванием, беганием, велосипедным делом. Катаюсь очень много, разбираться начал в велосипедах. У меня старенький есть, я не покупал. Не знаю. Нет, Команчо, но старый. Я занимаюсь йогой по утрам, только с недавних пор, поэтому я еще не до конца понимаю, что это такое. Хотя эта вещь очень интересная, но думаю, что к ней надо быть готовым. Это не то, чтобы как вид спорта или, может быть, какой-то, не как стиль жизни, это, скажем так, такое связано с духовностью человека. То есть, в принципе, у тебя произошли какие-то изменения в твоем личном сознании, что ли? Нет? Нет, это не относится к изменениям в личном сознании. Это совершенно другое. Но мы говорим о спорте в данный момент. Спорт, я считаю, в жизни человека должен, может быть, даже не спорт. Я считаю, что геймер не должен быть человеком, который сидит 24 часа, или все свое свободное время, или за компьютером. Это на самом деле не просто вредно. Тут речь идет даже не о вреде физиологическом. Это психологическая очень сильная нагрузка, в первую очередь. И я стараюсь вести такой образ жизни активный.
Меня приглашают играть, друзья, в волейбол, в хоккей, там, кататься на велосипеде. И я не упускаю ни одной возможности. Хожу там в баню, все время вот активничаю. То есть постоянно активный образ жизни веду. И Counter-Strike и вообще к играм меняется немножко отношение. То есть ты на них смотришь, и когда ты делаешь вот компьютерные игры, ты относишься к этому уже с большим увлечением. Не как обыденное дело, а как именно увлечение, то ради чего ты, то есть ты по собственному желанию играешь. Ну вот у тебя это изменение произошло вот недавно. До этого ты очень много играл и спортом меньше занимался, или ты всегда занимался? Да, у меня в жизни был период, когда я сидел безумно много за компьютером. Был и плохой режим биологический, я засыпал там под утро, особенно когда я играл в Virtus.pro давным-давно, в Москве, когда я жил. Ну и в Нави тоже у меня был плохой режим в одно время, поэтому относительно, да, можно сказать, недавно. Недавно как-то он связан с уходом с Ашером и возвращением к Нави или нет? Нет, это никак не связано. Я и до того, как ушел в Астану Dragons из Нави, я занимался спортом. Хорошо. Передается ли как-то вот твое увлечение, этот здоровый образ жизни другим тиммейтам? Следуют они, спрашивают у тебя, ну, возможно, как-то поменялось ли вот через тебя, через призму тебя что-то в команде, когда ты начал больше спортом заниматься? Хотелось бы в это верить, но так. Зевс, он занимается. Зевс ходит в тренажерный зал, он уже ходит, он всю жизнь ходит в тренажерный зал, он любит это дело. Вот. Хотелось бы верить, конечно, но нет. Хотя мы иногда собираемся командой. Вот совсем недавно на буткемпе в Киеве мы решили по моей инициативе взять велосипеды на прокат и покататься по городу Киеву. Получили массу эмоций позитивных. Там Денис сделал эйс, как мы сделали. Велосипеде? Как это? Это особое. Ну, это, значит, был крутой поворот, спуск на гидропарк там, значит. Я вошел первый в поворот, сразу пошел на спуск, как с ветерком, хорошо, привстал. Все за мной погнали, значит, там, Жека, мы ездили, я, Гвардиан, Женя, Денис и все. Зевс и Сережа не ездили, да. И, значит, все входят в поворот, Денис остается последним. Предыстория, Денис взял себе велосипед, мягко говоря, городской. Если не сказать женский. Я не знаю, в общем, но я советовал этого не делать. И он не справился с управлением, он, конечно, потом говорил, что у него цепь слетела, но цепь была на месте после того. Это уже... И он, значит, вошел плохо в поворот, запутался в ногах своих. И это выглядело так. Он на одной ноге проскакал несколько, там, может, полметра, там, и вот так вот брыком ушел в кювет сам, а велосипед поехал без него дальше. Смешно было, мы ржали как не в себя, когда поняли, конечно, что он не травмировался, ничего, сразу подбежали, помогли. Эйс. То есть, практически, продолжая этот вопрос, какая атмосфера сейчас в команде, вот, с твоей точки зрения? Здорово, конечно, коллектив даже должен вместе проводить время, делать какие-то вещи вне именно рода деятельности. Мы собрались все ради Counter-Strike, все прекрасно это понимают, но... скажем так, на Counter-Strike сказывается и общая жизнь, образ жизни каждого из нас. Поэтому нужно как-то коллектив сплочать такими вот методами вместе. Но, что удивительно, вы приходите к этому, с моей точки зрения, только сейчас. Года 4 назад я общался с Гитрайдом, он говорил, что вот они еще тогда вот практикуют вместе походы в кино. То есть наверняка в этом есть... причины наверняка есть, но, в принципе, но кроме этих причин, другие причины. То есть, имеется в виду, наверняка в этом есть какой-то залог успеха. Что имеется в виду? Для него причины. Залог успеха, конечно. И мы к этому пришли, может быть, со стороны так кажется. Лично от тебя скажу, что я всегда понимал эти процессы, коллектива, строения, если можно так выразиться. Вот. Но на одном человеке ничего не сходится. Это у нас просто сейчас менеджер Женя из Беларуси. И он эти моменты тоже осознает. И что немаловажно, человек, который не играет, но он является частью команды, он влияет на это. Вот, может быть, из-за этого мы сейчас как-то начали вот практиковать такое. То
То есть он как бы старается больше философски на вас воздействовать, потому что, насколько я понимаю, в игровой, ну да, в игровые процессы он не влазит. Абсолютно верно, он не влазит в игровые процессы, воздействует на нас только методами, скажем так, педагогическими. То есть с каждым закрывается в комнате, общается? Ну, нет, но, тем не менее, у каждого из нас с ним особые отношения. Ну, в смысле особые. Я понимаю. Различные отношения. Понятно. Ну, если возвращаться к командам, к уровню, текущему уровню команд, назови топ-3 команды как бы по силе сейчас. В уверенности могу заявить, что это поляки, Virtus.pro, Dignitas, датчане, НИП, шведы, мы... Это 3. А, точно. Ну, вот если в порядке. Ну, сложно так говорить. Сейчас уровень Counter-Strike настолько высокий. Положа руку на сердце, скажу, что выделяются, наверное, поляки, если не смотреть на их выступление в Киеве. Выделяются своей уверенностью игры. Может быть, потому что они выиграли еще крупный турнир, последний. Нет, не поэтому. Потому что я слежу за тем, как они играют, как они эволюционируют и как они относятся к игре. И каждая игра для них, я смотрел, как они играли в интернете, если не ошибаюсь, это был Faceit, там было первое место 10 тысяч, они его выиграли, они там проигрывали тем же Dignitas там в финале Виноров, обыгрывали все равно много команд хороших. Я смотрел, как они играют, делал, скажем так, анализировал их отношение к игре и впечатляет, да. На этот турнир вы готовите ли сейчас вообще к турнирам какие-то заготовки? Или у вас просто есть какие-то дефолты, и вы уже начинаете их разыгрывать, исходя из ситуации на турнирах? Counter-Strike не строится на каком-то определенном, скажем так, определенной тактике. Даже если ты будешь играть всего лишь одной тактикой в игре, вследствие будет генерироваться масса вариаций развития. То есть мы, безусловно, имеем тактики, и, безусловно, мы работаем над тактиками перед каждым турниром, но это не является основой побед в целом. То есть это как часть процесса тренировочного. Ну, вот, скажем, отработали, нашли крутую фишку, новую флешку. Вот есть какие-то такие моменты, которые вы применяете конкретно на турнирах? У нас есть моменты, конечно, вот нашли, что смог баговый в Counter-Strike сейчас, вот как в 1.6 появился, если опускать вниз прицел, экран вниз опускать и оставлять смог, дым на уровне, на самом верхнем уровне экрана, то получается ты видишь, дым пропадает на нижнем уровне, и ты видишь ножки. То есть ты можешь понимать, как в 1.6. Думаешь, это пофиксит? Да, конечно, безусловно, да. Хорошо. Сейчас вот 3 недели осталось до International по доте. Как ты относишься? Давит ли такой крупный турнир с таким крупным призовым фондом, что вот в другой дисциплине он есть, а у нас нету? Ну, есть ли какая-то такая зависть? Зависть — это неправильное чувство. Неправильно, есть ли оно или нет? Нету. Давно это пройдено уже. Нет, здорово. International — это очень интересный турнир, и я с нетерпением жду, буду болеть за ребят наших. И даже были мысли, у нас просто грядут турниры в Америке, и даже были мысли остаться. Я не очень люблю Америку, но все равно, при всем этом понимании, у меня были мысли остаться и дождаться International, посмотреть вживую, потому что это все-таки история. Каждый турнир, каждый International становится все больше и больше каждым годом. И это войдет в историю, безусловно. Хочется смотреть на это, ощущать. Вот. Как думаешь, будет ли когда-нибудь International по CSGO? Многие говорят об этом, что будет. Я не знаю. Думаю, если все будет развиваться такими темпами и в таком порядке, как сейчас, то, безусловно, будет. Но если что-то произойдет такое непредсказуемое, то, может, и не будет. Хорошо, возвращаясь к сегодняшним матчам, вы первую игру проиграли флипсайдом, потом выиграли у норвежцев, по-моему, и потом выиграли у флипсайдов. Можешь рассказать об этих играх немножко? Да.
У нас в группу попали две команды, которые прошли биоквалификацию. Датчане Эксперт Гейминг, по-моему, они называются, если не ошибаюсь, и Flipside. А сразу были у нас в группе известные Олегон, которые потом стали Лемондокс на турнир. Группа, честно говоря, должна проходиться. Мы команда с высокими амбициями. Мы выиграли в Киеве последний лан-турнир у НИПов 2 раза по 2-0. И мы думали, что нам не составит труда пройти эту группу. Ну, мы, конечно же, готовились, старались сыграть на максимум. Может быть, в какой-то степени это и сыграло с нами в злую шутку, что мы скажем так, слишком сильно хотели пройти, перегорели. У нас не было концентрации на первой игре. Мы играли на Дасте, на первом Дасте против Flipside на первой карте. И у нас просто, мы играли очень плохо, честно. То есть даже не сколько они там классно против нас играли, что-то делали. Мы просто даже друг друга иногда не воспринимали, не коммуницировали, просто не слышали друг друга. Хотя говоришь, тебя не слышат, и ты точно так же не слышишь. Это значит, что у нас концентрация была на нуле. Мы не могли сосредоточиться на игре. Потом мы со второй карты, холодный душ, оплюха, собрались, проиграли, все, у нас уже шансов занять первое место в группе нету, но надо же выходить из группы. То есть мы понимаем, что мы, конечно, наломали дров, но все в наших руках. Начали выигрывать, 12-3 выиграли первую сторону, на второй карте на Мираже против датчан, против норвежцев. Потом взяли подряд пистолеты, вели 15-3, и опять расслабили булочки. Что случается в эти моменты? Понимаешь, турнир, переживания какие-то глупые, я не знаю, масса факторов. Тут нельзя назвать одну вещь, которая повлияет на то, что вдруг перестает команда играть как может. Масса факторов влияет на это, но как факт это происходит. И мы, долго тянули резину, и в итоге все равно выиграли, потому что вели 15-3, выиграли 16-10. И потом на решающей карте за выход из группы мы все-таки обрели то чувство, когда у нас было взаимодействие уже хотя бы на каком-то определенном уровне, не скажу идеальном, но достаточно было нормально все. Как следствие, результат. Выиграли 16, сколько-то там, 6, 7, не помню. Вот так прошли наши игры. Ну, а последняя игра? Ты о ней говорил. Хорошо. У меня вопрос по поводу комьюнити. Даже мне писали, мол, вы проиграли первую игру, соответственно, КС дисбанд команды, и сейчас очень много, есть тенденция, я замечаю, что очень многие люди ставят какие-то ставки. Либо реальные деньги, либо скины, я не знаю, есть ли у тебя какое-то ощущение, что сейчас комьюнити очень такое резко зависимое от того, на что они поставили? Да, безусловно, это похабно, признаться честно. С недавних пор в Counter-Strike есть такой сайт, как CSGO Lounge, где ты можешь ставить все свои вещи, которые ты в игре используешь, и они все стоят денег определенных. Есть и просто сайты, которые, кстати, существуют давно без вещей, а конкретные уже непосредственно деньги ставят люди. Но, как правило, как правило, не об этом пишут на сайтах и не об этом пишут люди. Все ссылаются на айтемы, на вещи. Это, конечно, убивает в киберспорте именно в Counter-Strike, как в соревновательном виде спорта, убивает именно такой дух фанатов. То есть, невзирая на что, какая бы команда плохая не была, допустим, мне они нравятся, я за них болею, нет. Это тут уже основная масса людей именно болеет на свою ставку. Переживает, болеет за свою ставку. Если проиграли, агрятся. Там все, что хочешь, происходит, конечно, масса негативных эмоций. Там были скандалы даже, когда... это длинная история. Давай в другой раз ее уже расскажешь, отдельно специально запишем. Сейчас уже 1:30 ночи по киевскому времени. Какие у вас планы? Сейчас отдохнете, выспитесь, что будете делать? По киевскому сейчас 1:30.
Мы сейчас идем отдыхать все по номерам, завтра утром встаем, завтракаем, собираемся, идем разыгрываться уже в 8:30 мы должны быть за компьютерами. В 10:00 стартом мы будем играть четвертьфинал против поляка Virtus.pro. Твой короткий прогноз, как завершится эта игра и какие карты будете играть? Уйди с кадра. Будем играть Train, Mirage и Inferno. Мы вычеркнем Nuke, они вычеркнут Dust 2. Не буду давать прогнозов, кто выиграет, потому что и мы, и они, думаю, достойны, если так заранее посмотреть. Хорошо, Вань, спасибо тебе большое за обстоятельное интересное интервью. Удачи завтра в играх. Благодарочка.